Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. В Аймяконском районе Якутии в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реках Индигирка, Куйдусун и Нера. Вследствие этого зафиксировано подтопление низменных территорий в населенных пунктах Ортабалаган, Куйдусун, Аймякон и Усть-Нера. По оперативной информации, в зоне подтопления находится 63 дворовые территории, где проживают 236 человек, включая 46 детей. Всего из-за повышения уровня воды в горных реках после обильных осадков в режим повышенной готовности переведены 3 района Якутии: Момский, Аймяканский и Тампонский. Жителям зон риска рекомендуется сохранять готовность к возможной эвакуации, а также воздержаться от выхода на поймы рек. В Аймяконском районе с 15 июля было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Арты-Усть-Нера федеральной автодороги Р-504 Колыма. Из-за продолжительных проливных дождей и подъема уровня воды на реке Нера произошло подтопление и частичный размыв проезжей части на участках с 1019 по 1099 километры. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по данному направлению. Для ликвидации последствий перерывов движения работает дорожная техника. 14 июля Москва и Московская область оказались во власти сильной непогоды. Мощный ливень, сопровождаемый грозой, градом и шквалистым ветром, вызвал повреждения и подтопления в столичном регионе. В некоторых районах региона, таких как Химки, непогода сопровождалась градом, который повредил крыши домов и автомобили. В районе станции метро Калужская очевидцы сообщали о сильном ветре, заставившем пешеходов искать укрытие. В подмосковной Истре молния попала в роутер частного дома, вызвав пожар. Аналогичные инциденты с возгораниями из-за ударов молний зафиксированы в Одинцово, Троицке и Красногорске. В деревне Алексино пожар, вызванный молнией, уничтожил частный дом. Жители подмосковного Королева столкнулись с затоплением многоэтажного дома, где вода текла по потолкам, стенам и полу. Местные жители также пожаловались на неисправные ливневые системы, которые не справлялись с потоками воды. В результате разгула стихии повалены десятки деревьев, повреждены автомобили. В некоторых районах Москвы и Подмосковья были зафиксированы локальные задержки наземного транспорта из-за подтоплений. Городские службы переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий непогоды. — 14 июля в Алексинском районе Тульской области произошла трагедия. Молния ударила во влажный песок на берегу или непосредственно в воду на пляже парк-отеля «Шахтер», расположенного на берегу Оки в селе Бунырево. В этот момент там находились отдыхающие. В результате мощного разряда погибли 3 человека, включая 13-летнего подростка, и еще 6 пострадали. Некоторые из жертв находились в воде, другие — на берегу. Те, кто был в резиновых сланцах, избежали поражения электрическим разрядом, в то время как босые отдыхающие пострадали или погибли. Следственное управление Следственного комитета России по региону инициировало процессуальную проверку для установления всех обстоятельств трагедии. Мощный шквалистый ветер обрушился на Чемальский район Республики Алтай. В районе населенного пункта Аноса, расположенного в центре Аносинского сельского поселения, ураган повалил десятки деревьев, создав бурелом на трассе Аскат-Аюла. За Аскатским мостом упавшие деревья полностью перекрыли проезд, одно из них рухнуло на автомобиль. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало. Стихия также затронула соседний Шибалинский район, где поваленные деревья осложнили движение на трассе вблизи населенного пункта Черга. Автомобилистам пришлось маневрировать между препятствиями, хотя дорога оставалась открытой. К вечеру 14 июля оперативные службы расчистили дорогу, восстановив движение, однако работы по устранению последствий продолжались. Энергетики работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.
14 июля на заводе по производству литий-ионных аккумуляторов Sun Yuan Energy Technology, расположенном в районе Сиаган города Гаосюн на Тайване, произошел мощный взрыв, сопровождавшийся крупным пожаром. Эпицентром пожара и взрыва стало складское помещение, где хранились батареи. Завод, принадлежащий Taiyuan Cement Corporation, является первым крупным предприятием по производству литий-ионных аккумуляторов, выпускающим продукцию для электромобилей и аэрокосмической отрасли. Мощный взрыв вызвал выброс густого черного дыма, последовавший за ним пожар охватил значительную часть здания. Среди пострадавших 12 работников предприятия и 4 пожарных, получивших травмы. Все они были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Каохсюнское пожарное управление оперативно направило на место происшествия 46 единиц техники, 91 пожарного и пожарного робота. Пожар удалось локализовать, но работы по полной ликвидации последствий продолжались в течение дня. Мэр Гаосюна распорядился приостановить работу завода до выяснения всех обстоятельств. Причина взрыва пока остается неизвестной, расследование продолжается. 14 июля в Средиземном море, у побережья провинции Альмерия на юге Испании, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 21 километр от города Сан-Хосе и в 55 километрах к юго-востоку от Альмерии, а очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Южной Испании, включая Альмерию, Гранаду, Малагу-Хаэн, Мурсию и Аликанте. Позже был зафиксирован афтершок магнитудой 3,4, за которым последовали еще около 10 более слабых толчков с эпицентром в море. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. Однако землетрясение вызвало панику среди жителей и туристов, особенно в прибрежных районах. В ночь с 12 на 13 июля в Брайерфилде, округ Бип, в штате Алабама, на складе Stella Jones Paul Yard, специализирующемся на обработке деревянных столбов, вспыхнул крупный промышленный пожар. На тушение пожара были направлены силы 30 пожарных департаментов из округов Бип, Чилтон, Шелби и Тускалуза. К утру воскресенья ситуация осложнилась серией мощных взрывов, в результате которых один пожарный получил травмы, а несколько единиц пожарной техники были повреждены. На территории предприятия Stellionis хранилось значительное количество опасных веществ, включая 190 тысяч литров криозота, более 132 тысяч литров дизельного топлива и 190 тысяч литров биоцида. Возникшие взрывы заставили пожарные бригады эвакуировать персонал из зоны поражения. Из-за наличия опасных химикатов и риска загрязнения окружающей среды, в частности реки Кахаба, расположенной в 4 километрах от объекта, было принято решение не заливать пожар водой, а позволить ему выгореть самостоятельно. Это решение было обусловлено стремлением минимизировать экологический ущерб от стока токсичных веществ. Пожар полностью потух только к вечеру 13 июля, спустя почти сутки. Причина пожара и последующих взрывов остается неизвестной, расследование проводит Управление пожарного маршала штата Алабама. Сильные муссонные дожди вызвали масштабное наводнение в нескольких районах индийского штата Раджастхан, традиционно известного как пустынный регион. В некоторых районах за сутки выпало до 100-150 мм осадков, что привело к переполнению рек, таких как Чамбал и Банас, и вызвало перекрытие дорог. Вода залила низменные районы, жилые дома, школы и больницы, парализовав нормальную жизнь. В Джайпуре, столице штата, дороги превратились в реки, что привело к пробкам и эвакуации жителей из низменных районов. В Раджсаманде дома и имущество местных жителей находятся под водой, в Бхилваре наводнение затронуло даже религиозные объекты. Власти сообщают о повреждении инфраструктуры, включая электросети и линии связи, а также о значительных сельскохозяйственных убытках из-за затопления полей. Наводнения сопровождаются оползнями в горных районах, что еще больше осложняет ситуацию. По данным синоптиков, интенсивные осадки в восточной и центральной частях штата, включая Джайпур, Бхаратпур, Ката и Аджмер, продолжатся и в ближайшие дни.
Национальная и государственная служба реагирования на стихийные бедствия проводят спасательные операции, эвакуируя людей из зон затопления. Власти Раджастхана объявили о закрытии школ в наиболее пострадавших районах. Два мощных лесных пожара бушуют в районе национального парка Гранд-Каньон в штате Аризона и продолжают стремительно распространяться. Пожар White Sage Fire начался 9 июля после грозы в районе Кайбабского национального леса, примерно в 56 километров к северу от северного края. К утру 14 июля он охватил около 7700 гектаров. Локализовать его ни на одном из участков до сих пор не удалось. Второй пожар, Dragon Bravo Fire, начался еще 4 июля от удара молнии на территории национального парка. К 14 июля он уничтожил более 2000 гектаров и привел к серьезным разрушениям инфраструктуры. В ночь на 13 июля пожар резко расширился из-за ветра скоростью до 64 км в час. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 10 тысяч гектаров, что делает эти пожары одними из самых разрушительных в регионе за последние годы. Среди потерь Grand Canyon Lodge — историческая гостиница, построенная в 1930-х годах. Она была известна своим уникальным дизайном с массивными сосновыми балками и видом на каньон через солнечную комнату. Это была единственная гостиница на территории северной части. Огнем также уничтожены от 50 до 80 строений, включая административные здания, центр для посетителей, заправка, очистные сооружения и жилье для сотрудников. Пожар вызвал утечку хлора из поврежденного водоочистного сооружения, что стало причиной эвакуации пожарных из опасных зон. К счастью, сообщений о жертвах или серьезных травмах нет. Все сотрудники и жители были эвакуированы до эскалации пожара. Эвакуировали также около 500 туристов, включая гостей Grand Canyon Lodge и кемпингов в Кайбабском национальном лесу. Северный край парка закрыт для посещения до конца сезона 2025 года. 14 июля в центре Тбилиси, вблизи станции метро, Вокзальная площадь и главного железнодорожного вокзала на проспекте Царицы Тамары, произошло обрушение фасада аварийного пятиэтажного жилого здания. Спасатели извлекли из-под завалов двух погибших, мужчину и женщину. Еще одна женщина, пострадавшая в результате инцидента, была оперативно доставлена в клинику. Медики сообщают, что ее жизни ничего не угрожает. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил, что здание давно находилось в аварийном состоянии, и городские власти неоднократно предлагали жильцам расселения в альтернативное жилье. Однако, по его словам, некоторые жильцы отказывались покидать дом. На момент обрушения под завалами могли оставаться другие люди, в результате чего спасательные работы продолжались до позднего вечера. Прокуратура Тбилиси начала расследование для установления всех причин обрушения. Предварительно, аварийное состояние здания и отсутствие своевременного ремонта могли стать основными факторами трагедии. Дальневосточная транспортная прокуратура ведет поиски Ми-8, который пропал из поля зрения в Хабаровском крае. Вчера он вылетел из Чумикана в Охотск, затем в Магадан. После дозаправки в Охотске пилот не вышел на связь. На поиски пропавшего вертолета вылетели Ми-8 из Хабаровска, а также вертолет из Магадана. На борту находятся спасатели с необходимым оборудованием. Предположительно, на борту пропавшего вертолета было 5 человек. Для поиска также задействовали 2 самолета Росавиации. Специалисты координируют действия с морским спасательно-координационным центром в Южно-Сахалинске, также о пропаже вертолета оповещены суда в Охотском море. 13 июля в районе Ишрат-Гол, расположенном в округе Читрал пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, мощный ливень вызвал разрушительный селевой поток. По данным СМИ, в провинции Хайбер-Пахтунхва за последние недели муссонные дожди неоднократно приводили к наводнениям и селям, особенно в горных районах.
В Ишрат-Гол селевой поток повредил местную инфраструктуру, пострадали дороги и дома, а также сельскохозяйственные угодья. Точные сведения о жертвах и масштабах разрушений в этом конкретном районе отсутствуют. Власти провинции и Национальная служба реагирования на стихийные бедствия направили спасательные бригады в пострадавшие районы для оценки ущерба и оказания помощи. Канадский город Калгари в провинции Альберта оказался во власти короткого, но интенсивного градового шторма. Непогода, сопровождавшаяся сильным ветром и ливнем, привела к поваленным деревьям, повреждению линий электропередач и затоплению улиц. Шторм начался в воскресенье во второй половине дня и длился около получаса. Этого времени стихии хватило посеять хаос по всему городу, деревья перекрыли дороги, а поврежденные линии электропередач оставили без света сотни домов. Также из-за интенсивного дождя возникли локальные подтопления. Вчера в Картахене, в испанской Мурсии, жители наблюдали пылевой вихрь, вызвавший удивление и обеспокоенность среди местных жителей и туристов. Пылевой вихрь сформировался на фоне высокой температуры и сильного ветра. Сообщается, что просуществовал пыльный дьявол несколько минут и затем рассеялся. На данный момент нет сообщений о жертвах, травмах или значительных разрушениях. Однако вихрь вызвал локальные перебои в движении на дорогах, так как водители останавливались, чтобы запечатлеть его на видео.